Всем привет, с вами Хельга Уайт. Сегодня я хочу рассказать вам об интересных фактах, с которыми вы наверняка столкнетесь, когда посетите Словению. И эти факты вас могут очень сильно удивить. Итак, начнем. Допустим, вы прилетели в Словению, и у вас есть на руках адрес какого-то дома, может быть отеля, может быть дом ваших друзей, куда вам нужно добраться. Допустим, вам нужно найти номер дома 4. И вот вы уже добрались до улицы, вы добрались до нужной улицы, до дома номер 2, и вдруг вы обнаружили, что дома номер 4 нигде нет. А все потому, что в Словении каждый номер подъезда одного дома считается как отдельно стоящий дом. Например, если вам нужен дом 4, а вы нашли дом 2, то вам нужно просто обратить внимание на следующий подъезд. Скорее всего, следующий подъезд это будет номер 4. Вот такая вот интересная особенность в Словении. Я этого нигде раньше не встречала. Если продолжить тему домов, то это не единственное, что вас удивит. Дальше вы обратите внимание на домофон, а на домофоне вы не обнаружите номеров квартир, а обнаружите фамилии и имена людей, которые живут в этом доме. Или, например, вы найдете на домофоне название компании, которая, может быть, тоже находится в этом доме. То есть в Словении нету никакой анонимности. Каждый сосед знает соседа не только в лицо, но также по имени и фамилии. И даже если человек просто снимает квартиру в этом доме, то он обязательно должен на домофоне указать имя свое и фамилию. И не только на домофоне, но также и на почтовых ящиках, на своем почтовом ящике, чтобы почтальон понимал, кому он приносит почту. И вы знаете, на самом деле это очень удобно. То есть люди не могут остаться анонимными, и они ведут себя более правильно в общественном пространстве. Они более вежливы, они знают, что они у всех на виду. И это действительно дисциплинирует людей. Лишний раз человек задумается, делать ли ему какую-то подлость соседу или нет. Помимо того, что вы не найдете номеров квартир на домофоне, дальше вас ждет еще один сюрприз. Например, вы зашли в подъезд, и вам нужно подняться на второй этаж. Вы нажимаете в лифте на второй этаж, а на самом деле оказываетесь на третьем этаже. А все потому, что первый этаж в Словении это не первый, а предличье. А первый этаж начинается со второго. Но это еще не все. Коммунальные услуги, так же как и в России, здесь начисляют по жильцам. Сколько людей проживает, от этого зависит и количество коммунальных услуг. Я вот так сейчас сказала, как и в России. Ну, наверное, в России, может быть, это не везде, а в Словении это повсеместно. Сколько людей проживает в квартире, от этого будет зависеть начисление ваших коммунальных платежей. Но в Словении коммунальные платежи начисляются зависят не только от количества проживающих людей, но и от количества проживающих в этой квартире собак. Вот такой вот интересный факт. Зимой под снегом люди в Словении ходят с зонтиками. Это связано с тем, что в Словении очень часто идет мокрый снег, который вдобавок еще очень-очень быстро тает, не долетает до земли. И поэтому без зонтиков зимой здесь не обойтись. Наверняка, приехав в Словению, вы захотите посетить термы.
искупаться в термальном источнике, в природном. Это очень приятно. Поплавать в бассейне, дети бы порезвились на горках. И наверняка, посетив термальные источники, вы захотите погреться в сауне. В каждых термах есть сауна, но вы будете просто шокированы тем, что в сауну нужно заходить абсолютно голым. То есть нужно заходить без купальника, без плавок, и мужчины, и женщины, абсолютно незнакомые между собой, заходят в общественные сауны голыми. То есть все нужно оставить перед сауной и зайти полностью нагишом. Будьте к этому готовы. В Словении огромное количество велосипедистов, но ни в одной стране мира вы не увидите такого количества велосипедистов, которые могут управлять велосипедом абсолютно без рук. Здесь это просто, наверное, каждый второй человек может ездить на велосипеде без рук. Также вам бросится в глаза неимоверное количество отцов, которые гуляют с детьми. И здесь очень часто отец может сидеть в декрете с ребенком, а мама ходить на работу. В Словении национальным напитком является кофе. Здесь его пьют просто в каких-то неимоверных количествах. И обычно, когда тебя, например, приглашают в кафе, то приглашают не на чашку чая, а просто говорят, что пойдем на чашку кофе. Еще интересная такая заметка, моя заметка, что при встрече здесь не здороваются за руку. То есть в Словении здороваются за руку только один раз, когда знакомятся. И неважно, мужчина или женщина, все при знакомстве подают друг другу руку. Но когда в следующий раз вы встречаетесь с человеком, вам не нужно подавать ему руку. То есть здесь нету такого, чтобы мужчины при встрече каждый день пожимали друг другу руку. То есть один раз познакомились, и этого достаточно. Несмотря на то, что Словения очень маленькая страна, но люди из разных регионов здесь разговаривают абсолютно на разных наречиях. И даже зачастую сами словенцы не могут понять друг друга из соседних регионов. А также помимо множественного и единственного числа в славянском языке присутствует еще и двойственное число, которое нам, русскоязычным людям, очень сложно принять, осознать и использовать в своей повседневной речи. Это действительно очень трудно. И не могу обойти такую интересную вещь, как то, что вы в Словении можете на улице или в кафе, или в ресторане, или просто на заправке встретить какую-нибудь знаменитость, даже встретить президента страны. Уже неоднократно люди встречали в Словении на заправке автомобильной, в кафе или просто на улице на пробежке с утра встречали президента. И даже, например, мой сын во 2 классе ходил в кружок, и там же этот кружок посещал ребенок какого-то известного политика в Словении. И я была очень удивлена, когда это узнала. Но другие люди не были абсолютно удивлены этому факту. Они сказали, да, это хорошая школа, здесь хорошо обучают танцам, и почему бы этому ребенку политика не ходить в эту обычную школу в спальном районе. Для меня это, конечно, было очень удивительно. И даже со мной случился такой курьезный случай в прошлом году. Мой сын уже ходил в 3 класс славянской школы, и я была знакома со всеми родителями в классе.
И с некоторыми родителями у меня уже сложились достаточно хорошие, близкие отношения или просто приятельские. Были даже такие случаи, когда мы после родительского собрания ходили вместе в кафе компании большой. И вот однажды вечером я смотрю какой-то фильм, и в этом фильме вижу отца одноклассника моего сына. Я была просто очень удивлена, что он оказался актером. И никто мне никогда в нашем классе не сказал об этом, и он сам, конечно же, об этом тоже не говорил. Я написала двум родителям, с которыми у меня были достаточно близкие отношения, и спросила их в сообщении: а вы знали, что вот он актер? Они говорят: да, Хельга, конечно, мы знали, что он актер. Ну, как бы мы не считаем это каким-то таким фактом, о котором тебе там нужно было сообщить. Извини, конечно, но это то же самое, как сообщить там, например, что вот этот вот родитель является учителем или, например, банковским работником. Вот это вот меня, наверное, до сих пор очень приятно удивляет в Словении. Друзья, если мое видео было интересным и полезным, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И мне было бы очень интересно прочитать в комментариях, возможно, кто-то из вас знает еще какой-нибудь интересный факт о Словении, а я, возможно, о нем не знаю. Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Все, до новых встреч. Пока.